Доброго времени суток, уважаемые подписчики! Я рад вас видеть у себя на канале. С вами Михаил, компания Motorrave. И сегодня я хочу с вами поговорить о таких вещах, как ошибки, совершаемые при покупке квадроцикла. Будь то это новички, будь то это более опытные райдеры, ну, больше, наверное, новички. Вот именно в тот момент, когда вы покупаете либо первый квадроцикл, будь то он новый или бэушный, там у вас бурлит эмоции, вас там взрывает. И вот в этот момент совершаются такие определенные, наверное, поступки не совсем правильные, которые могут вас разочаровать в дальнейшем. И об этом я сегодня хотел бы с вами поговорить. И хочу я начать с ошибки номер 1, скажем так, да или, не знаю, не давайте никаких номеров, но тем не менее. Это тот момент, когда вы трепетно покупаете свой первый квадроцикл или там, не знаю, первый в мотосалоне. Но, скорее всего, наверное, даже первый. Вы такой уже вот весь на эмоциях, пришли за своей техникой, и тут кто-то вам задает вопрос, а надо что-то вам дооборудовать, или там что-то там, резину поставить и тому подобное. И тут вы начинаете, если деньги позволяют, прям по списку все, что есть в наличии в этом салоне, туда навешивать. Там колеса менять, кофра ставить, свет дополнительный, не знаю, защиты, там всякие бампера и тому подобное. Вот это, я считаю, самая большая первичная ошибка, потому что нужно купить эту технику и начать на ней кататься, чтобы понять, какие ваши задачи, какие ваши цели, да, что вы от нее хотите, и только после этого заниматься тюнингом. Когда вы вот этот полностью делаете обвес непонятный для вас в этом салоне, к примеру, да, это неплохо, да, то, что услуги предлагаются, это наоборот здорово. Это вот именно сам момент вот этих деталей, нужны они вам или нет. Покатавшись на технике, вы только тогда сможете хоть маломальски понимать, вообще для чего вам нужны там замена этих колес, там установка защиты, да, или там, не знаю, дополнительного света, может вообще вечером кататься даже не будете, или вообще в грязь не будете заезжать. И вот, конечно, это большая ошибка, многие из-за этого расстраиваются, техника становится более тяжелая, даже порой теряет проходимость. И, ну, короче, не фонтан, одним словом. Поэтому именно от такого шага и поступка я бы вас хотел не отговорить, а просто предостеречь и 2 или 3 раза подумать, почитать иной форум, с кем-то пообщаться. Но самое главное – купить и начать кататься. И после этого делать выводы и понимать, что вам нужно и для чего вам это нужно. Переходя к следующей особенности или ошибке, это, наверное, связано с покупкой БУ техники. Когда вы приобретаете бэушный квадроцикл, и многие люди, ну, вы, в принципе, сделали какой-то выбор, вы нашли технику, маломальски там как-то ее проверили, да, к сожалению, там не все все-таки дают там полностью разобрать, не идут на это, или вы там уверены в этом, что она идеальная. Я считаю, что нужно не заниматься украшательством и наведением лоском именно по квадроциклу, а именно удариться в его разбор, конкретную прям детализацию всех его проблем, проверка механизмов, узлов. То есть это вызывает дополнительные затраты, но это реально обязательно. Просто взять и навести лоск не внешнего марафета, да, а денежные средства потратить именно в техническое его состояние, чтобы потом вы не разочаровались. Техника была использована не вами, может быть, и не первым-вторым человеком, вы всю историю не знаете, поэтому вы должны кинуть все силы именно вот на, так сказать, техническое его состояние. Потому что часто люди порой пишут, а вот я тут нарядил квадрик BRP там 2010 года, пробег 10 тысяч, посмотри какая пушка, наклейки, колеса, вообще все вай. А там раз, одна покатушка, коробка, редуктора, и пошло-поехало все разваливаться. Ну, то есть человек такой, фу, гадость, я буду его продавать. Ну, в общем, расстроился. Настоятельно вам рекомендую, чтобы вы брали именно, когда взяли бэушную технику и брали вот в свои руки все эти детали и начали смотреть, крутить, что менять и вообще просто наводить лоск, но технически. А после уже вы начинаете как бы наводить уже лоск там эстетический, да, внешнего вида. Почему этот немаловажный момент относится к БУ технике? Потому что человек, который покупает БУ технику, это, скорее всего, есть вопрос именно по финансам, да, по определенной модели. Не сразу можно, как сказать, позволить себе купить новый или там определенный вид или марки, поэтому БУ есть БУ, оно всегда потребует вложения денег. И потребует оно туда вложения денег как минимум от 100 тысяч рублей. Ну, если связано с брендами, а где-то и больше. Поэтому не ленитесь, ковыряйтесь и проверяйте свою технику. Переходя от предыдущего пункта к следующему, тут есть небольшая аналогия или, сказать, связь. Потому что люди, купив БУ технику, начинают туда ставить детали либо бэушные, либо не оригинал. В общем, все то, что подешевле. И вот тут такой важный момент, если вы впервые столкнулись с данной маркой, к примеру, там, по тому же, может быть, BRP или Yamaha, не все аналоги хороши, и они могут долго вам прослужить.
Тут я считаю, что большая ошибка именно покупка либо ушатанных бэушных запчастей, да, либо какого-то непонятного аналога, но дешевого. Скорее всего, вы опять влипнете на замену данного узла, да, или на замену данной детали через какой-то километр, там 300, 400 или 500, вы опять полезете в этот узел. Мало того, что вы уже потеряете те деньги, которые потратили на эти запчасти, плюс вы потеряете деньги, которые, если делали не сами, соответственно, на руки, ремонт автосервиса, там, мотосервиса, ну, не знаю, либо вашего времени. То есть вы здесь все равно влипаете в данную неловкую ситуацию. Поэтому взвешивайте вот все вот такие изменения, да, в замене, так сказать, деталей там, или агрегатов, которые требуются, к примеру, на что их поменять. Да? То есть либо это будет хорошая БУ деталь оригинальная, либо это новый БУ, либо хороший качественный заменитель. То есть вы читаете отзывы, ищете информацию и прочее. А не как там, знаете, мне там посоветовали сказать, да колодки, тут вот пулер есть, там, братан, будут ходить лучше, чем Годзилла, завод один и тому подобное. Да, прошло 100 километров, они на помойку. Так что колодки пулер — это любовь теперь у меня на долгое время года. Колодки. 100 километров. Вот, ну, в общем, вы будьте более внимательны именно при замене данных узлов. Даже вот на фильтрах, там, на масле не нужно экономить, потому что и так техника БУ, и не совсем понятно, какой был до этого пробег. Скажу вам больше, сейчас пробег крутится везде и всюду, и найти его реальный практически невозможно, только сопоставив какие-то там форм-факторы, хоть близко что-то реально. Так что относитесь к этому более внимательно. Следующий пункт – это такой немаломальский и важный момент, как обкатка вашего квадроцикла. Многие забивают на это дело, и, понятно, хочется уже ринуться во все тяжкие, и вот тут вы начинаете этим пренебрегать. И это, между прочим, чревато реально для техники, в принципе, любого производителя. Где-то хорошо есть обкаточные ключи, в каких-то аппаратах там стоят чуть ли не металлические штыри, да, там на курке газа, чтобы вы там не перекрутили. Где-то это вообще отсутствует. Но обкатка квадроцикла — это очень вообще важная вещь, да, в его начальном, сказать, первичном виде. Ну, либо если вы там мотор поменяли, обязательно ее нужно проходить. Если у вас там есть курок газа, на нем сзади есть болтик, который можно закрутить. Да закрутите его в половину. Вот просто возьмите и закрутите, и дотерпите в эти 300-400 километров. Но пройдите в эту обкатку, потому что новые механизмы, все требует там какой-то небольшой притирки, там подгонки, так скажем, хотя многие говорят, что это типа нафиг не надо. Нет, надо, обязательно. Не забивайте вы на это дело, а возьмите, закрутите этот болтик, откатайтесь там реально в щадящем режиме, успеете вы там на задних поездить, в грязи там позастревать, но дайте мотору обкататься. И он реально вам послужит гораздо дольше, да, то есть и будет меньше проблем, возможно, даже просто с другими узлами, да даже банально с ремнем, который тоже нужно прикатывать, обязательно. Так что не ленитесь, даже если вы купили новую технику, я понимаю, там гарантии и тому подобное, кстати, следующий пункт, вот, но обкатывайте технику. Переходим сразу к следующему пункту. Соответственно, это то, что порой люди забивают на гарантию и не возят свою технику к официальным дилерам. Думают, что что мне там и гарантии откажут, скорее всего, там пошлют куда подальше, да, сервис дорогой, лучше в гараже и тому подобное. Но вы знаете, тут двоякая сторона, и да, и нет, да, но я все-таки рекомендую придерживаться этой гарантии, потому что нынешняя новая техника вообще даже японского производства начинает давать сбои, и тут гарантия нужна. Поэтому проходите ТО, да, то есть, скажем так, колодки-то вы сами можете поменять, в принципе, да, но ТО надо делать, чтобы у вас стояла галочка, да, вот для отметки, и в случае чего вы смогли разобраться. Мы тем более живем в правовом государстве, вопросы юрисдикции там никто не отменял, и ваш, так сказать, прав потребителя тоже там никто не нарушает, поэтому съездите к дилеру, сделайте ТО, там, получите, вот у вас есть свои год или два гарантии, пусть они будут, потому что многие компании, там, те же самые, как Stealth, CF Moto, да, русская механика, они за гарантию своей как бы следят, и она работает. Поэтому не ленитесь, да, поддерживайте гарантию, ездите к дилерам, да, возможно, дороже, да, время куда-то поехать, да, там запись какая-то непонятная. Но это важный пункт, и старайтесь не избегать его. Следующий пункт немаловажный. Это такой параметр, как отсутствие экипировки. Вот именно что касаемо покатушки на квадрике. Вы знаете, когда вы поедете во все тяжкие, скажем так, там грязь, вода, снег, там, не знаю, дождь целый день идет, да, но вы при этом катаетесь, вот, и вы после этого дела приехали мокрый, сырой, там, не знаю, еще, не дай бог, заболеете, это прям сильно вас разочарует.
Поэтому, как вы только приобрели технику, обязательно задумайтесь об экипировке. Она даст вам тот комфорт, то веселье, то там, не знаю, наслаждение и позитив от данной покатушки именно за счет этой экипировки. И проходимость, даже сказать, техники повысит. Вы лишний раз не испугаетесь там в болото в какое-то спрыгнуть. Поэтому экипировка обязательно. Более того, шлема обязательно. Не катайтесь ни в коем случае без шлемов. То есть шлем должен быть на голове обязательно. Понятно, что сейчас все стоит недешево, но тем не менее на рынке огромнейший выбор различной экипировки. Вы, соответственно, можете к нам обратиться, если нужно вас одеть, мы вас оденем. Нужно там получить какой-то совет, какой там шлем купить или тому подобное. Смотрите предыдущие мои ролики. Я тоже выкладывал по направлению, по брендам. Их такое огромнейшее количество. Я вот прям конкретного совета дать не могу, но лично я предпочитаю, допустим, шлема от компании Aerox. Да, это чисто итальянские шлема, которые, ну, проверены, так сказать, да, даже в случаях ДТП, лично мною. Поэтому, ребята, экипировка обязательно. Это будет для вас, ну, просто повышение комфорта и удовольствия. Еще одной достаточно большой ошибкой я считаю в случае, наверное, новичков, людей, которые только начинают кататься на квадриках, это подражание своим соклубникам или то, что вы видите на картинке, на YouTube, там, в Instagram и прочему. То есть катание а-ля на все деньги, там, на всей скорости и прочее. Для вас это достаточно может быть чревато. Мало того, что это можете испортить, вы можете технику утопить, да, либо сломать какой-то узел, либо можете сами переломаться. Потому что, когда вы это делаете впервые, вы не знаете, как ваша техника себя поведет в той же луже, на глисе, куда повернутся колеса, что там в поле, какое бревно, вы не знаете порой дороги, да, там, делая какой-то иной фит или видите, что сделал там перед вами человек, ну, на опыте, а вы за ним. Это может оказаться для вас чревато, вот реально пагубным. То есть даже и травмы могут быть, и можете слететь куда-то, да, еще что-то. Это там самое такое печальное, то, что техника сломается, да и хрен бы с ней. Да, главное здоровье. Поэтому ко всему прикатывайтесь, так сказать, маломальски, да. Ну, я понимаю, что хочется, да, так же, вот вы это писали, вы все это сделаете, но чуть попозже. Всегда нужно прикататься, приноровиться, можно было другое слово сказать, но это нужно сделать обязательно, поэтому не старайтесь угнаться впереди паровоза. Да, все это придет со временем, просто смотрите, учитесь и делайте это потом уже тихо, спокойно и набирайте просто ваш скилл в верхнюю сторону. Ну, наверное, это такой сбор, по моему взгляду, ошибок, да, которые могут люди совершить, да, и которых я хотел бы с вами вот просто обсудить. Если вы видите какие-то иные свои ошибки, да, там, или прочее, вы поделитесь, пожалуйста, напишите их в комментарии, да и вообще свой взгляд, да, что вы считаете правильным, что считаете неправильно. Ну, если вы досмотрели данный ролик до конца, большое вам спасибо. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. У вас уже тут выросло большое количество подписчиков, за что вам огромнейшее спасибо. Надеюсь, мой контент для вас является чем-то полезным, и я буду продолжать это делать в том же направлении. Ну, а сейчас с вами прощаюсь. Не делайте, не совершайте глупых поступков или ошибок. И до новых видео. Всем пока!